Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре поговорим о гибридных наушниках от компании LED Shure стоимостью $249. Приходят они в приятно оформленной коробке среднего размера. Здесь есть логотип компании LED Shure, название этой модели Cadenza 4 и, конечно, куда же без логотипа Hi-Res Audio. А сзади тут указаны технические характеристики, и за звук здесь отвечает 10-мм динамический драйвер, один арматурный излучатель от Sanyon и два арматурных излучателя от Knowles. А чувствительность составляет 102 дБ, и они получили 15 Ом импеданс. Теперь давайте рассмотрим комплектацию подробнее. И первое, что нас здесь встречает, это конверт, внутри которого находится гарантийная карточка, сертификат продукта и инструкция по использованию и эксплуатации наушников. Ну и вот так выглядят наушники, которые получили металлическую вставку с абстрактным дизайном и логотипом компании. А сами чашечки тут выполнены из очень приятного матового пластика, точно такого же, как у LED Shure S15. И вот тут у них идет разъем 2 пин, идущий ровно вровень с корпусом, и рядом с ним как раз находится единственное компенсационное отверстие. А здесь вот нам подписали маркировку канала и дополнительно нанесли название этой модели Cadenza 4. А вот звуковод тут достаточно вытянутый, с хорошим таким бортиком для лучшей фиксации амбушюр, и имеет 3 отверстия, где очень четко как раз просматриваются фильтры от Knowles. Да и с посадкой и эргономикой здесь все в полном порядке. Как и в случае с моими любимыми планарными наушниками S15, в ушах Cadenza сидят также прекрасно, ничего нигде не давит, и на деле мы имеем просто прекрасную звукоизоляцию. А вот теперь рассмотрим аксессуары. Круглый черный бокс из приятного soft-touch пластика. По праву отличный кабель с удобными сформированными заушинами и коннекторами 2 пин и возможностью замены штекера на любой из 3. Как на балансный 4.4, так 3.5 и балансный 2.5. Ну и финальный штрих — это набор качественных амбушюр в удобном органайзере, и мне особенно понравились вот эти. Ну а теперь мы подошли к самой главной части обзора, а именно к разбору звучания гибридных наушников LED Shure Cadenza 4. И тут на самом деле все интересно и, я считаю, правильно оформлено с точки зрения подхода к тюнингу. По сути, это идеально допиленный, приятный, неяркий по подаче Harman тюнинг с бустом низких частот на 7 дБ, с очень точным заходом на средние частоты, вплоть до аккуратного перехода к области верхней середины. Но высокие частоты тут ну просто красота. Они получили хорошее расширение, вплоть до 14 кГц, а после имеют аккуратный, плавный, знакомый нам спад. И безусловно низкие частоты тут представлены как фундаментальные, и к ним у меня вообще нет никаких вопросов. Басовая область здесь имеет отличный вес и глубину, и ту самую основу формирования баса. А мидбас же просто отлично дополняет всю эту мощную, крайне пробивную картину за счет четко выделенной атаки и явного очень бодрого панча. Да, эта модель все-таки не для басхедов, но вот все остальные ребята, я уверен, останутся тут довольны, так как здесь буквально есть идеальная совокупность количества баса и качества воспроизведения текстуры и четкой слышимости сатурации и дисторшена у гитар, что на мой взгляд является не менее важным, и я надеюсь, вы, ребята, со мной в этом плане согласны. А вот средние частоты в этих наушниках подаются как гладкие, аккуратные, без какой-либо излишней резкости, яркости и явного выделения вокальной части, так как бас и область верхней середины здесь находятся ровно как я люблю, а именно в паритете, за счет чего мне сразу понравилась эта знакомая нейтральная подача, в которой есть необходимое количество тепла с отличной и нужной прозрачностью, чтобы все звучало тут более раздельно и точно в пространстве. А вот что мужской, что женский вокал здесь звучит супер насыщенно,
Увесисто, с отличным разрешением и, самое главное, с достаточно большим количеством воздуха, определенно который положительно сказался на лучшем раскрытии этого диапазона и заметно так помог во всей, что называется, красе размахнуться в вокальной части и инструментом, чтобы не звучать как-то закрыто или темно. А вот за малый барабан от меня респект. Из-за небольшого акцента на верхней середине и в целом нейтрального тюнинга он тут подается ровно как я люблю, совсем слегка подчеркнуто в миксе и не выбивается как-то вперед всего остального, и просто аккуратно делает свое дело, оставляя после себя хорошее послезвучие от реверберации. Но вот на высоких частотах здесь имеется очень нейтральный, тот самый спокойный и точный подход к настройке, когда у производителя не стоит цели сделать эту модель вычурной в этой области и добавить какой-то излишней фейковой, что я называю, детализации за счет усиления этой области, как это часто бывает, особенно вот в недорогих наушниках. Здесь нам наоборот все оформили со вкусом и по-аудиофильски выверено, что на самом деле неудивительно, так как у компании Shure уже определенно сформировался опыт в этом плане, и они понимают, что требуется реальным аудиофилам, так как мне кажется, эта модель просто идеальна именно для них. Так как здесь есть и отличная детализация с немного теплой, чуть смягченной на краях подачей, с прекрасной техничностью и просто отличным дополнительным блеском у тарелок. То есть здесь они не берут на себя много внимания, а всего лишь точно и сфокусированно дополняет композицию без излишней назойливости и сибилянтов. И да, отвечу сразу, тут нету никакого металлического окраса и арматурных призвуков, что определенно меня порадовало, и я считаю, должен вам об этом сказать. Ну и также стоит отметить никуда тут не скрывшийся уклон в микро и макро детали, поэтому все перкуссии и разные небольшие звучки будут у вас как на ладони, а очень продолжительные хвосты от реверберации тут не обрываются очень резко, а наоборот, имеют очень длительное продолжение. Но вывод по наушникам Shure Cadenza 4 у меня получился таков. Без каких-либо сомнений, это очень приятные аудиофильские и правильно настроенные гибридные наушники, которые мне понравились с первого прослушивания, а учитывая их стоимость, они составляют очень мощную конкуренцию и дают отпор многим моделям прямо сейчас. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.